Yeah. Maharaj. Махарадж. Among the great heroes of Marvel multiverse, such as Captain America, Spider-Man, and many others, there is one supreme character called the One Above All, who is responsible for the existence of all life. Среди великих героев мультивселенной Марвел, таких как Человек-паук, Капитан Америки и многие другие, есть один Всевышний персонаж. Он называется тот, кто выше всех, кто несет ответственность за существование всей жизни в мультивселенной. Он вне времени и пространства, и поочередно появляется как мужчина и женщина. Он описывается как высшее существо. Он всемогущий, вездесущий и всеведущий, и выше всех космических сил и абстрактных сущностей. So, Maharaj, what is this? How should we take this Marvel phenomenon as misguiding pseudo-religion of New Age or as a springboard for Итак, Махарадж, что это такое? Как нам следует принимать этот чудесный феномен? Как заблуждение псевдорелигии новой эпохи? Или как трамплин для потенциальных искателей истины? Srila Saraswati Thakur, he did not favor Шрила Сарасвати Такур, Vedic-based speculation. Он не любил ведические спекуляции. Or any other type, actually. Или любой другой их вариант. Shastras Jaika. How he is very insistent Он очень настаивал on the purity, на чистоте the fidelity to revealed truth, и верности по отношению к явленной истине. and not cherry picking the revealed truth. И на том, что не стоит относиться к истине, как к сбору вишни. То есть выбирать что-то в этой явленной истине. Or such ideas and assembling them and coming up with one's own. Или брать эти идеи и собирать их вместе и придумать одну религию для собственного развлечения. Some idea of God that is amusing. Что будет таким развлечением? Это некоторое представление о том, что Бог может быть для нашего развлечения. It's entertaining. The higher thing has become the subject of entertainment for the lower. В том смысле, что самые высокие реалии будут предметом для развлечения более низших реалий. Bhaktivinoda Thakur in the Amnai. Бхактивинод Такур в своей Амная Сутре говорит. What is it? Das Mool begins with Amnaya Prahat Tattvam Harim Iha Paramam Sarva Shastram Rishabdim. Здесь в одном стихе Бхактивинод Такур дал подлинную суть гаудия-вайшнавской философии. Он говорит: мы не интересуемся мнением обычных людей. Ничто не имеет ценности, кроме богоявленной истины. Амная — это обогоявленная истина или Писание, что пришло из надежного источника, через гуру Парампару, преемственность подлинных гуру. And Guru Maharaj would say sometimes about the Gaudiya Math that. Итак, иногда Гуру Махарадж говорил о Гаудия Матхе, что они out of hand they dismissed everyone and everything. Отвергли всех и вся. Said, but if you quoted some Sanskrit, if you said in the Puranas it says this, you gave some actual reference. Но если вы цитируете шлоки на санскрите, если вы сказали, что в Пуранах говорится об этом, и вы дали некоторую настоящую ссылку, then you'd get their attention and they would deal with that. Только после этого вы получите их внимание, и они будут иметь дело с вами. But as a great atheist said once, and just in general about argumentation, he said, that which is asserted without evidence can be dismissed without evidence. Но если, как многие атеисты, вы просто в общем говорите без аргументов, и он сказал, что если что-то утверждается без доказательств, то это может быть отброшено без доказательств. Very often they're так очень часто cherry picking things they've heard from different такие поверхностные вещи
подобные сбору вишни. Religious or philosophical traditions and assembling that, and we assume they Они слышали от разных религиозных или философских традиций и их объединений. Have noble intentions. И мы предполагаем, что у них были благородные намерения. Right, but we don't want to be members of that construction company. Но мы не хотели бы быть участниками этих групп, that who specializes in the paving of the road with noble intentions. Тех, кто специализируется на том, что прокладывает куда-то дорогу своими благими намерениями. And what to speak of that? И что сказать об этом? In regard to Gauranga Mahaprabhu, whose appearance day is approaching. В отношении Гауранги Махапрабху, чей день явления приближается. There was one Bengali gentleman. И был один бенгальский джентльмен. It would be a good thing to tell everyone about Mahaprabhu Gauranga. Он думал, что это будет хорошо, если он расскажет всем о Махапрабху Гауранге. So he made one book where he took something from Chaitanya Bhagavat, from Chaitanya Charitamritam, from Chaitanya Mangal, from many different places, what he found appealing, and he assembled those things and presented that. Поэтому он сделал одну книгу, and many people appreciated that. В которой он взял что-то из Чайтанья Бхагаваты, и что-то из Чайтанья Чаритамриты, что-то из Чайтанья Мангалы, и из многих разных мест, которые он нашел привлекательными. И он собрал все эти вещи и представил свою книгу. И многие люди оценили ее. Even Srila Guru Maharaj mentions, и даже Шрила Гуру Махарадж упоминает, что in his college days, he said, I read that book and devoured it like nectar. В те дни, когда он был в колледже, он говорил, что он читал эту книгу. Он принял ее как нектар. As a college student. But he said he found when he came to Gaudiya Math and made reference to that book to Srila Saraswati Thakur. Тогда он был студентом колледжа, но он сказал, что когда он пришел в Гаудия Матх, он как-то в разговоре со Шрилой Сарасвати Тхакуром сослался на эту книгу. И Сарасвати Тхакур сказал. And what is this? He said something like, Nija Bhoge Gorila Goranga. He said, Nija Bhog means what is enjoyable by him. Ниджа Бхога означает, что ему приятно. Or I'm using the word amusing. He's presenting a version of Gauranga that is pleasing to him. Поэтому я использую слово «забавное», что он представил ту версию Гауранги, которая приятна этому человеку. But we see in authentic scriptures the authors invariably in the beginning, when they state what is going to be the subject matter of that book, Vastu, the supreme absolute truth, they seek blessings from the higher Vaishnavas. Но мы видим в аутентичных и подлинных священных писаниях, авторы неизменно в начале, когда они заявляют о том, что будет предметом изучения этой книги, это будет верховная абсолютная истина. Они ищут благословения старших вайшнавов. And what is the third thing? И что там было третье? And they praise и они возносят молитвы Господу. The Lord and His devotees. I'd have to think of what the third is, but along those lines. Только такая линия поведения. So Kaviraj Goswami saying, Кавираджа Госвами говорит, he's legally blind, he's arthritic, he's in his 90s, he could leave the world at any time. Что он слепой, и у него артрит, ему за 90, он может оставить мир в любое время. And he's saying, it's a mystery to me, it's miraculous to me that of what my pen is producing. And he said, but it is not I who am writing. И он говорит, что это загадка для меня. И это чудесно для меня то, что выходит из-под моего пера. Но пишу все это не я. But Madan Mohan is moving my hand and making me express these things. Мадан Мохан двигает моей рукой и заставляет меня выразить все эти вещи. Veda Vyas is considered a Shaktavesha avatar. Веда Вьясу считают Шакти Авеш аватары. So
Saraswati Thakur quoting Bhaktivinoda says, Сарасвати Такур цитирует Бхактивинода Такура. Naitihasa nikalpanam. These are not historical, the pastimes of Krishna, they're not historical occurrences, neither are they imaginary. Этихастанукампитам. Игры Кришны — это не исторические события. Они не являются воображением. So they're not the product of the imaginations of men. Они не являются продуктом воображения людей. So with regard to that book on Gauranga, Saraswati Thakur said, no man of substance will find anything appreciable there. И что касается этой книги о Гауранге Махапрабху, то Сарасвати Такур сказал, что в этой книге нет ничего существенного, чтобы можно было оценить по достоинству. So we will see in various places and various pastimes Мы увидим это в различных местах, в различных играх. That it will be mentioned by devotees, such as Murari Gupta, when Mahaprabhu reveals his Varaha Bhav. He shows up on his doorstep as the Varaha avatar. And after entering and tells Murari, offer some prayers. And Murari Gupta says, это будет упоминаться преданными, такими как Мурари Гупта, например, когда Махапрабху являет свою форму Варахи Аватара и являет Вараха Бхаву. Он появляется на пороге Мурали Гупты, как Вараха Аватар. И после того, как он входит, он говорит Мурари Гупте, «Предложи мне молитвы». И Мурари Гупта говорит, How can a fallen soul как может падшая душа praise you? Тебя прославить? How can a fallen soul like myself properly or adequately praise you? Actually, only you can praise you. Only you can describe you. Как может падшая душа, как я, правильно или достойно тебя прославить? На самом деле, только ты можешь прославить тебя должным образом. Только ты можешь описать тебя. That's very interesting. From the point of view of the uninitiated, they think, oh, what? Но это очень интересно, ведь с точки зрения непосвященных они думают, о, какое высокомерие требовать похвалы. Arrogance or to demand praise. Why does God need to be, what is, is he feeling insecure? Or what is this that he's always seeking praise? Почему Бог нуждается в похвале? Может быть, он чувствует себя неуверенно, что это. Почему он всегда ищет похвалы? But actually here it's coming more to the point. He's saying, only you can praise you properly. Но на самом деле здесь речь идет о чем-то большем. Только ты можешь прославить тебя должным образом. And how is that done? He's saying, by your expansion, Ananta. И как это делается? Твое проявление Ананта Шеша, as Kaviraj Goswami, как и Вирадж Госвами выражает в начале Чайтанья Чайтамриты, expressed in the beginning of Charitamritam and the glories of Nityananda. Он прославляет Нитянанду, Balaramу, by extension, Ананта Шеша. Ananta. So we're told Ananta Dev with his thousands of hoods. Мы говорим Ананта Дев со своими тысячами капюшонов. And we're told the pastimes of Krishna, and in this case, Gauranga Mahaprabhu, they're like jewels, and jewels you keep in a very safe place. Where are they? Within the mouth of Anantadev. И мы говорим игры Кришны, и в этом случае это игры Гауранги Махапрабху. Они как драгоценности, и драгоценности вы держите в очень безопасном месте. Все эти драгоценности, они были во рту Анантадева. Are those jewels of descriptions of the Leela of Krishna or Gauranga Mahaprabhu? Эти драгоценности — это описание Лилы Кришны или Гауранги Махапрабху. So Anantadev, who is by extension, итак, Анантадев, который является экспансией Верховной Личности Бога, of the Supreme Lord, he has the ability to properly glorify him. И у него есть способность правильно прославить его. And we're told that he is since before the beginning of time, and he has not exhausted those glories. And it's like a competition. He is glorifying him, but he's becoming more glorious. Что начал он это прославление еще до начала времен, и он не устал, занимаясь этим прославлением. Это как соревнование. Он его прославляет, но Кришна становится все более прославлен. He's not a static. Кришна не статичен.
in a condition of stasis. Right? He's becoming increasingly glorious. So Anantadev glorifying, he's becoming more glorious, and it's going on ad infinitum. Он становится все более славным. Так, в очередной день прославления Анантадев прославляет Кришну, но Кришна опять становится все более славным, и это происходит бесконечно. As Guru Maharaj said in one place, the infinite sleeps on a bed of infinite. Как Гуру Махарадж сказал, бесконечный спит на кровати бесконечности. That type of infinite. Такой тип бесконечности. So it's the Lord by His extension who can offer proper, suitable, appropriate praise, or those who are divinely inspired. Так что сам Господь через свое проявление может правильным образом предложить себе соответствующее прославление, или через тех, кто божественно вдохновлен. Which means the devotees. Что означает через его преданных? Even his angsa, his expansions, they're in the mood of servitors. Ekala Ishvara Krishna Arsabritya. Даже его ангши, его проявления, которые пребывают в настроении служения. Экала Ишвара Кришна Арасабапритя, Яриячинчая Сятачкикаринритя. Господь Кришна — единственный верховный повелитель. Все остальные — его слуги, танцующие согласно его воле. But still, we see this the human tendency to seek the divine or divinity or the best. Но еще мы видим человеческую тенденцию и склонность искать божественное или что-то самое лучшее. Like now they have the Winter Olympics. Как, например, сейчас они проводят зимние Олимпийские игры. Will do very well or do the best. И кто-то делает все очень хорошо или даже делает это лучше всех. So in Bhagavad Gita, and we may appreciate that. In Bhagavad Gita, Krishna says, "Shabdake Purusham Nashu." И мы можем по достоинству оценить это. В Бхагавад-гите Кришна говорит: "Асухамапсу каунтия прабхасми шашасурьяях пранавак сарваведишу шабдаке Пурушам Нашу". Я, о сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны. Я слог Ом в ведических мантрах. Я звук в эфире и талант в человеке. I'm the ability in man. So when some person does something extraordinary or better than everyone else, in a sense it's a... Я — способность в человеке. Когда кто-то делает что-то необычное или делает это лучше всех. And they say, what's the proper word? Like vibhuti. Какое-то подходящее слово. Вибхути. Representation of the best means a representation of the infinite. Демонстрация чего-то лучшего. Это демонстрация бесконечного. So if we wanted to be generous with regard to what was the subject matter mentioned here, we would say they're searching. Если, в общем, говорить о том, что тут было упомянуто, то мы скажем, что они в поиске. For who is omnipotent, who is omniscient, etc. Они в поиске того, кто всемогущий, кто всезнающий. But we're told from the beginning, as we said, Nija, Boge, Gorilla, Goranga, it is not meant for our amusement. If anything, we are meant for His amusement. Но мы говорим с самого начала. Вначале я сказал Ниджа, Боги, Горилла, Каранга. Это означает, что он не предназначен для нашего развлечения. Все предназначено для его развлечения. So all these things are presented ostensibly to amuse people, to entertain them. Итак, все эти вещи представлены, чтобы развлекать людей, развлекать их. So they never come to the understanding that actually everything belongs to Him, including ourselves. He's the supreme subject. He's not an object for us to enjoy. И таким путем они никогда не придут к пониманию, что на самом деле все принадлежит Ему, включая нас самих. Он верховный субъект. Он не объект для нашего наслаждения. We can say Atma is a type of subject, Paramatma is super subject, and the Adhoksaja realm, and Krishna is the super subject. Мы можем сказать, что Атма — это субъект, Параматма — это суперсубъект, а Кришна — это супер-субъект. Be that as it may, really, Krishna is the subject,
And we are the objects of his affection and devotion. Но как бы то ни было, на самом деле, Кришна — это субъект, и мы — объекты его любви и преданности. We're told the definition of Bhagavan is Aishwaryasya Samagrasya Viryasya Yashashasriya Jnana Vairagya Yuschapi Shunam Bhaga Iti Gana. Мы говорим, что определение Бхагавана — это Айшварьясya Самагрясya Вирьясya Яшаса Шиям Гьяна Варягья Ушчаива Шанапаганистинганам. Бхагаван обладает 6 богатствами. Богатством. Власть, самограсия, значит полностью, значит вся власть, которая только есть, все богатство, которое только есть. У него есть вирьясья, сила, яша, слава, шария, красота, богатство, великолепие тоже, гьяна, знание, вайрагья, отречение. Infinite magnitude of Aishwarya opulence, Aishwaryasya. Тот, кто бесконечно притягателен, strength, power, fame, knowledge, beauty, renunciation. Прочность, сила, слава, знание, красота, отречение. Who possesses these qualities to an infinite degree is known as Bhagavan. Кто обладает этими перечисленными качествами в бесконечной степени, известен как Бхагаван. And we know in the lower portion of Vaikuntha world, southern hemisphere of the Vaikuntha world, и мы знаем, что в нижней части миров Вайкунха Narayan, Lakshmi Narayan, Нараяна, Лакшми Нараяна. And then in the upper, Dwaraka, Mathura, Vrindavan. А потом в высшей части духовного мира это Дварака, Мадхура, Вриндаван. So sometimes Srila Prabhupada, even showing gradation in Krishna conception, Шрила Прабхупада говорил, что градация присутствует даже в Кришна-концепции. More perfect pastimes, more perfect pastimes, and the most perfect pastimes. Совершенные игры, более совершенные игры и самые совершенные игры. So even within the omnipotent absolute, there are gradations. Так даже внутри всемогущего абсолюта присутствует градация. And the devotees will say, Swayam Bhagavan is at the right hand of Srimati Radharani. That is Swayam Bhagavan Krishna. И преданные говорят, Сваям Бхагаван. Он по правую руку от Шримати Радхарани. Это Сваям Бхагаван, Кришна. In their search, we hear in the Bhagavatam, in the nutshell slokas, and they're echoed again in the beginning of chapter of Sri Chaitanya Charitamritam, that everything indirectly or directly is connected to him. Everything directly or indirectly is a representation of him. Итак, мы слышали из Бхагаватам, или в начальных главах Чайтанья Чаритамриты, что все косвенно или прямо имеет связь с ним. Все напрямую или косвенно представляет его. So that would be a generous view of these things. Так что это общее видение этих вещей. But if someone wants to get something substantial, но если кто-то хочет получить что-то существенное, substantial connection with divinity or the infinite, it has to have divine backing and получить реальную связь с божественным и бесконечным, он должен иметь божественную поддержку. And that means descending from the upper world into this plane through the agency of sadhu, shastra, guru and Vaishnava. Божественная поддержка означает то, что не сходит из высшего мира на этот план бытия через представителей высшего мира, таких как садху, шастры, гуру и вайшнавы. The scriptures are not the imagination of the rishis. Священные писания не являются воображением риши. We've told Gyaninas Tattvadarshina. Татвитхи пранипатинам парипрашнина севая упадекшанти ягьянам Gyaniнаствадаршинаха. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Бхагавад-гита. Hear from those who are tattvadarshi, they're seeing, experiencing the truth, and the truth personified. Слушай все эти вещи от тех, кто является таттвадарши. Таттвадриши означает, что они видят истину. И для них это некий пережитый опыт.
относительно истины. Речь идет об истине в ее личностной форме. And that perception, that conception is passing through their consciousness into this plane. И это восприятие, эта концепция проходит через их сознание на наш план бытия. That means descending from that realm into this realm. That is divine revelation. Я говорю о том, что эта истина не сходит с того плана бытия на этот план бытия. И это называется божественное откровение. Not that someone, they read a few books about Indian philosophy and religion and a few other books and this and that, and then thought this is something that would seem to be highly marketable to people, and let's combine this all together and throw around terms like omnipotent and omniscient and male, female. What did we leave out? Это не так, что они прочитали несколько книг о индийской философии и религии, и некоторые другие книги, и то, думая, что это что-то, что кажется очень привлекательным для людей. И они предлагают, давайте объединим все это вместе. И они разбрасываются такими терминами, как всемогущий, всезнающий, мужчина и женщина, что мы исключим. What is it originally? A comic. Так и что было изначально. Это комикс. What does comic mean? In one sense, I mean, just for the purpose of this discussion, we could say a comedic representation of these things. And that's really, it's nothing more than that. Итак, и что было изначально? Это комикс. Что означает комикс? Один из смыслов, я имею в виду в контексте нашей дискуссии, можно сказать, что это комедийное представление всех этих вещей. И на самом деле комикс — это не более чем просто комическое представление всех этих вещей. Where is she from? It is not mentioned Oh, here. okay.